Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», и сегодня мы продолжаем наш с вами разговор о женских ошибках на свиданиях. Почему свидания, о которых мечтала женщина, к которым она стремилась, может быть, где-то как-то какими-то хитростями заманивала мужчину на это свидание, заканчиваются ничем? Почему? Вроде и мужчина хороший, и вы вроде как такая вся из себя замечательная женщина, потенциально завидная невеста, у вас все есть, вы все можете, а встреча закончилась провалом. Знаете, в чем дело? Одна из ошибок – это то настроение, та позиция, та роль, с которой вы идете на свидание. Что делает обычно женщина? Вообще девочек приучили, да, когда ты приходишь в новое место, когда ты знакомишься с новыми людьми, ты должна показать, какая ты замечательная, ты должна вспомнить, что у тебя вот здесь вот такой бантик замечательный, рассказать сказочку, показать, какая ты примерная девочка, ты должна себя вести идеально, заткнуть подальше все свои желания, ожидания, делать то, что от тебя ждут, максимально учитывать ожидания человека, который напротив, чтобы он понравился, тебя куда-нибудь позвал, то есть он тебя выбрал. Правда, нас так учили с детства, нам рассказывали. И мужчина сидит, вот так вот подбоченясь, или вот так вот скучающе, и изучает вас. Ну, расскажи мне. Если он мудак, он начинает вам задавать идиотские вопросы. Он задает вам вопросы, когда у вас был последний секс, как много вы мужиков имели, почему вы развелись с последним мужем, с предпоследним, и до царя гороха, и вообще вспоминает, когда у вас был первый раз секс, и все тому подобное. Начинает пытаться вам залезать под юбку, а вы сидите, хлопаете ресницами и не знаете, что вам сделать. Но вместе с тем, даже уйдя из такого идиотского свидания, вы ждете, что он вам позвонит и куда-то пригласит, а этот мудак почему-то не приглашает. Да, некоторые женщины еще ждут. Сейчас он мне позвонит, а я ему скажу: да пошел ты нафиг, фу, ты такой мудак. Не дождетесь. Он может даже не позвонить. Знаете почему? Потому что вы на этом свидании мастерски изображали товар, залежалый товар на полке, на который решили запустить рекламную кампанию, чтобы кто-нибудь уже по какой-нибудь цене забрал, сдыхать. А что в роли кого был тогда мужчина на свидании? А мужчина был в роли придирчивого покупателя, который зашел в супермаркет. Что думаете, вы одна женщина на белом свете? Нет, это он у вас один кандидат на свидание. А у него списочек, знаете, какой в телефоне? Он, небось, через день, а то и каждый день бегает по свиданкам. Потому что ему нужно раздобыть бабу для секса, бабу для пожрать, бабу где перекантоваться. Ему, если это мудак, у него есть очередь из потенциальных барышень для разных случаев в жизни, разные проблемы позатыкать. Потому что он даже не мечтает, что все это найдет в одном месте. Поэтому он точно понимает, что вот пару-тройку у меня должны быть на разовый секс, одна-две для пожрать периодически, когда уже совсем прижмет, ну и одна лохушка, у которой я могу поселиться, а потом бегать по остальным со спокойной душой, рассказывая, что я задерживаюсь на работе или помогаю друзьям. И все, и он будет себе жить вот так припеваючи. А вы будете думать, что вы у него одна единственная, и еще стараться угодить подольше, лишь бы он не свалил никуда. Почему? Да потому что он покупатель. Да потому что он решает, брать, не брать. Не вы решаете давать, не давать. Он вам неделю не позвонит, и даже если вы говорили, что вы откажетесь, вы скажете: да, я приду на второе свидание. Потому что за эти 2 недели никто вам не позвонил. А как идти искать другого, вы не знаете. И он покупатель. А покупатель у нас всегда прав. Да? И вы теперь, я могу себе представить, как вы сейчас по ту сторону экрана хотите меня выматерить, я бы тоже захотела, честно скажу. Но не спешите материть. Не спешите. Я вам рассказала о вашем просчете, вашей неучтенке. А теперь я расскажу об обратной стороне, о том, где есть решение, которое будет работать на вас. Для того, чтобы вы могли выбирать, для того, чтобы вы не чувствовали себя уцененным товаром, для того, чтобы вы, как бабка с последней кошелкой огурцов, не кричали на рынке: людоньки, разберите, пожалуйста, потому что домой везти слишком дорого, и сил нету. Забирайте хоть задешево. Вот чтобы вы вот этого не делали с собой, чтобы вы не чувствовали, что вы размениваетесь на мелочевку на какую-то, вас разбирают на сувениры такие мудаки на свиданиях, вам важно поменять позицию. Это вы покупатель. Это вы выбираете, с кем вам жить. Это вы решаете, вам мужчина подходит или не подходит. Сразу
предвижу ваш вопрос. Хорошо тебе там умничать по ту сторону экрана, а мы тут сидим, мужиков и так запались хороших нету, а что нам делать? Мои дорогие, пока вы не поменяете модель поведения, а я готова вас научить этому, пока вы не измените свое отношение к себе на свидании и к мужчине на свидании, у вас не будет других по качеству свиданий, потому что выбирать будут вас, а не вы. А для того, чтобы научиться быть в роли покупателя, научиться фильтровать мудаков, выбирать хороших, правильно показывать хорошему то, что важно для него, а не то, что вы хотите показать или думаете, что ему важно. Потому что то, что вы думаете, то, что он ценит, это две разные вещи. А то иногда и 3, и 4. Так вот, всем этим я готова с вами поделиться в практикуме, почему он исчез. Я вам расскажу пошагово, конкретно, как строятся модели свиданий. 1, 2, 3, чтобы они к 6-му свиданию максимум закончились отношением, предложением отношений. Или чтобы после 3-го свидания вы уже точно забыли об этом мужике, вычеркнули его из списка потенциальных кандидатов и никогда не вспоминали с сожалением, или с угрызениями совести, или еще с какими-то другими неприятными для себя чувствами. Вы точно знали, я сделала правильный выбор, я правильно отфильтровала. Мало того, чтобы с каждым разом вам приходилось фильтровать все лучших и лучших по качеству мужчин. Поймите, пока в вашем окружении хотя бы один мудак болтается, нормальные мужчины к вам просто не подойдут. Потому что мужчины видят, что здесь мне не ровня тусуется. Значит, эта женщина хоть и хороша, но она себя слишком дешево ценит. Не мой уровень, пойду поищу других. И поэтому, когда вы начнете вот даже эти вещи выстраивать, вы будете чувствовать себя комфортнее, увереннее, и вы будете точно знать, куда идут ваши отношения. Вы не будете ждать, предложит, не предложит, позовет, не позовет. Вы сами будете подталкивать незаметно мужчину к нужным для вас решениям. И в этом будет ваше женское счастье. Готовы овладеть этими секретами? Готовы ходить на свидание с кайфом, с удовольствием, чувствовать себя всегда уверенно и выбирать самой? Милости прошу в практикум «Почему он исчез». С вами была Алла Касаткина. Ссылка на практикум прямо под этим видео. До встречи в следующих видео. Пока-пока.